Всем привет еще раз! С вами Эгелим. В предыдущих видеосериях я показывала очень важные приемы самомассажа. После того, как вы сделали приемы самомассажа на лице и на шее, вам не помешает буккальный массаж. Буккальный массаж по-другому называют пероральный массаж, массаж в ротовой полости. Для этого мне необходимо на лице скольжение создать. Для этого нужно мне масло нанести, либо крем. Любой крем, который вам нравится, или любое масло, которое подходит вам по типу кожи. Я сейчас использую масло. Приемом стаккато я наношу, или могу намазать. Одеваю виниловые перчатки. Мне они больше нравятся. При работе я использую виниловые перчатки размером чуть меньше моей руки. То есть, если у меня М-ка, будет лучше использовать S-ку, чтобы она как кожа прилегала. Тут у меня М-ка, сейчас у меня нету S-ки, закончились. Почему должно быть на размер меньше, чтобы как вторая кожа была перчатка, и чтобы вот эти болтающие участки перчаток, да, не вредили вам, не навредить себе слизистую оболочку. Итак, я хочу предупредить вас, этот прием я делаю в целях лимфодренажа, то есть убрать отечность на лице. Есть разные методики использования этого массажа в ротовой полости. Кто-то хочет убрать носогубные складки, кто-то проработать глубокие мышцы, жевательные мышцы, мышечные крепления. Я тоже использую такие приемы в массаже. Но для себя я хочу показать вам приемы лимфодренажные с помощью буккальной техники. А также, конечно, будем прорабатывать все мышцы, которые прилегают на верхней челюсти и на нижней челюсти. Итак, большой палец я ставлю на край, вот сюда вот. Десну, зубы мы не трогаем. И потихоньку начинаю с параллелидным движением от зоны, от носа к периферии, к мочке уха двигать. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И убрали. Салфетка рядом со мной лежит всегда. Объясняю. Этот прием очень хорошо убирает застой лимфы, там, где у нас носогубная складка. Также прорабатывает мышечные крепления. Еще раз показываю один прием. Большой палец ставим внутрь, вот она, мягкая зона, да? И прорабатываю там, где у меня крепятся мышечные волокна. Вот она, мышца, поднимающая верхнюю губу, и мышца, поднимающая угол рта. Сверлевидными движениями прорабатываю зону и также двигаюсь в сторону уха. Еще один прием. Вверх, вверх. Круговые движения в зоне вокруг глаз. Быстренько убрала. Этот прием хороша тем, он поднимает верхнее веко и убирает также застой лимфы, отеки в зоне вокруг глаз. Потому что я прием начала от внутреннего уголка глаз к внешнему, от внешнего к внутреннему, к носослезке.
То есть вот эти лимфы, жидкость гнала в носослезный канал. Очень приятная процедура. Этот же прием я повторю уже с правой стороны. Также большой палец ставлю вовнутрь и прорабатываю лимфодренажные приемы, делаю мышечные зажимы в зоне. Меня сейчас интересует вот она, зона носогубных складок, центральная скуловая зона лица. И также проработаю верхнее веко. Я ранее показывала, положила палец в рот и разговаривала. Но ничего страшного. Я думаю, суть объяснила. Также ставлю. Вот она. Сжимаю зубы, не сильно. Зоне вокруг глаз. Есть противопоказания к этому массажу. Если у вас стоматит, если у вас воспаленные зубы, то не стоит делать пока. Если у вас ОРВИ, грипп, острая форма простуды, то не стоит делать, тем более работать с лимфой. А также, если на коже есть очень сильно выраженные, ярко выраженные кожные высыпания. Так, следующий прием я вам покажу на нижней трети лица, также в зоне круговой мышцы рта. Большой палец я кладу также вовнутрь. Вот оно. Сверлильный прием. Эти приемы очень хорошо прорабатывают кисетные морщины, также когда уголки рта вниз тянут. И формируем также губки красивые, контур губ формируется очень хорошо. Те приемы, которые на нижней челюсти показывал, это точно так же выполняется, то есть круговыми движениями, такими спиральками. Я от центра свожу куда? К мочке уха. Вот. От центра к периферии. Также повторяю с другой стороны. Здесь у меня пальчики работают, вот если вовнутрь положила большой палец, остальные 2-3 работают параллельно, то есть ходят ходуном параллельно. Создаю, как будто я, как сказать, клейкие участки отодвигаю с одного места на другую. Этот прием можно делать не каждый день, 2 раза в неделю этого достаточно. Остальные приемы самомассажа вы можете делать по вечерам, по утрам, как вы располагаете временем. Если вам понравилось видео, пишите, задавайте вопросы, ставьте лайк. Спасибо вам большое.